Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 декабря. Уже декабрь, конец года, время просто мчится. Второй прогноз, что или кто появится неожиданно. И может быть это как сама по себе неожиданная возможность. И вам доведется принимать в одной из сфер жизни важные решения, а то и решиться на первый шаг. Может быть, это будет новость или информация, которую вы услышите, она вам зачем-то нужна. Или это будет связано, как именно кто, как человек, персона появится и принесет, к примеру, вам какую-то весть, как гонец, да, нужная информация, какие-то контакты. Ну вот самая разная палитра событий может быть, но я такое допускаю, потому что у нас время с вами планетарно. Даже такое, когда действительно появляется что-то неожиданно, причем, скорее всего, это будет что-то хорошо знакомое или, как минимум, о чем вы думали. Но то, что нам по праву принадлежит, в период ретро-урана судьба пытается нам вернуть. Поэтому это может быть связано как неожиданность с людьми, так и простой новостью. Ладно, пойдем с вами дальше. И на колоде 78 дверей принципиальное значение имеют двери. Мы с вами достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Что случится, что произойдет. Не задаем конкретных вопросов, но как подсказка. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. Возможно, карты подскажут, на что обратить внимание. И третий знак судьбы. И если мы спросили, что или кто появится неожиданно, вот давайте такую карту и достанем. С чем это будет связано, хотя бы понимать? Или от кого будет исходить эта неожиданность? Увидим, узнаем и немножко раскроем смысл этой карты и узнаем, на пороге каких событий вы стоите, для чего это нужно, что это значит для вас. И третья карта, к чему все идет, как все обернется, может быть и так. И по основным сферам жизни, чего ждать: любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, чего ждать: сфера финансов или что ждет вас, и что ждет эта сфера ваших достижений. У кого-то работа, у кого-то учеба, важные встречи, контакты, ваши планы, конечно, не без этого. Ну ладно, вот так вот девятка жезлов. С одной стороны, эта карта иногда говорит, что Лев, ты сделал все, что мог. То есть явно проделана какая-то работа. Вот, да, готовые двери уже человек несет. Какие-то последние штрихи, шаги. Может быть, в каком-то деле. Но это мы что-то завершаем, и мы уже готовимся делать совершенно иной какой-то альтернативный шаг. Так и этот человек. Все то, что вы делали, имело смысл. Эта карта в герметической колоде Таро называется карта великой силы. То есть было время, может быть, достаточно, ну, относительно спокойное, да, когда ничто не менялось, например. А вы, кто-то строил карьеру, все-таки жезлы– это больше дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Какую-то работу вы проделали даже по карьере. Пусть это у кого-то будут документы или какой-то период, который был связан с адаптацией, например, да, когда вынуждены были принять то, что сложилось. Но пока вот, видимо, этот процесс проходил, мыслительный процесс тоже продолжался, и мы теперь уже подходим к тому шагу, когда мы сделаем что-то очень важное. И это для нас как новое качество жизни. Но нам еще предстоит новую дорогу пройти. Да, и идти вперед придется. Это именно мы что-то завершили. И поэтому по этой карте она всегда дает один совет. Как бы дверей закрытых для вас нет. Но что вы будете делать дальше? Нужно очень хорошо продумать, мои дорогие. Иногда так и хочется перейти на белорусский по привычке. Поэтому будьте внимательны. Девятка всегда сама по нумерологии это где-то говорит карта о том, что ты как на пороге перемен. Это ты уже назад не идешь, потому что уже, может быть, и не нужно. Но то, что приходит на ваш порог, мои дорогие,
Это тоже не случайно. Наверное, основные качества на этот период и в целом до конца января — это осознанность и осмысленность. И не делать что-то на автоматизме. Ничто сейчас не происходит случайно. Люди, события, новости, которые приходят в вашу жизнь — это все как подсказки. Мы учимся и доверять себе, но, может быть, это для вас действительно какой-то процесс, который будет связан с вашим окружением, вот как эти двери, да, человек поставит, и этим он защитит себя. Но учиться защищать себя по-новому, действовать не прежними методами, а уже как-то тоже с элементом новизны, выстраивать правильные социальные связи, безусловно. Здесь у нас семья, но часто по девятке жезлов вот тот первый шаг мы должны сделать сами. И значит, внутреннее где-то решение, но и решимость, как подготовка. Но то, что вы уже сделали, это уже как бы не отнимет никто. Но наступает время идти дальше. Может быть, это у вас напрямую иногда именно эта колода говорит о том, что дела домашние, дела семейные где-то могут вас отрывать конкретно на этот период, хоть у нас и жезлы, да, но, может быть, это именно тоже дела, но которые происходят или связаны как-то с вашей семьей. Может быть, это и документы конкретно по части жилища, но это тоже тогда не эмоции, а все же это именно какое-то ваше действие. Вот смотрите, вы себя будете, это точно. Лев, ты сделал все, что мог. Будет повод для радости, туз кубков, посмотрите, как рождение чего-то нового. Я вот сейчас долго об этом говорила, и я думаю, вы прочувствуете теперь взаимосвязь этих двух карт. Да, есть радость, когда, может быть, вам и пришлось, мои дорогие львы, какой-то сложный период, как выдерживать. Стоицизм, да, вот этот. Включить, ну, на полную где-то мощность. Ну, вот, видимо, теперь наступает момент с 1 по 10, я бы даже сказала, ну, вы можете дать себе какую-то передышку. Вот я не могу сказать, что это передышка, когда мы совсем расслабились. Нет, мы ведь говорили, что тут будет что-то продолжено. Но нам нужно понимать, что методы другие, как я уже сказала. Мы сейчас что-то завершаем, последние штрихи. И нам очень хорошо нужно, ну, как переосмыслить. Возможно, для этого своеобразная пауза кому-то и необходима. Но туз кубков — это изменения могут быть приятные именно по части дома вашей семьи, ваших домочадцев или конкретной недвижимости. Но и по работе тоже. Здесь как соединяется сфера домашняя, так и сфера ваших достижений. По шестерке мечей — карта заслуженного успеха. Кто-то из вас начинает изучать языки. Я очень часто говорю, очень емкая такая карта, которая говорит, кстати, о дорогах, перемещениях. Может быть, и дорог будет у вас конкретно много с 1 по 10 декабря. Активность какая-то. Или эта активность, она будет как онлайн. Возможно, вы будете осваивать какой-то новый ресурс. У нас тут и карты, тут у нас и маски. Карта передает и, безусловно, компьютер, интернет. Мы как будто расширяем свои собственные границы. Но, видимо, с учетом девятки жезлов, делаем это уже осторожно. Может быть, вам конкретно придется изучать, искать информацию для того, чтобы свое желание, намерение реализовать. Мы ведь уже как бы сделали все, что могли. И вот теперь Вселенная, мои дорогие львы, вас приглашает сделать следующий шаг. Может быть, какая-то информация, работа с информацией для вас в принципе будет очень важна. Вот примите это в расчет, потому что это знак судьбы. Может быть, это еще и будет говорить о том, что кому-то придется отправиться на курсы или получить какой-то сертификат для того, чтобы построить карьеру или осуществить свое желание. Ведь это карта заслуженного успеха. И успех будет, но это тот новый путь, когда нам до успеха все-таки еще какую-то придется тропинку протоптать, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Что или кто появится неожиданно? Успех, победа, карта победителя. Но все то, что я говорила. Но начинается у нас с девятки жезлов. И знаете, было бы ошибочно, если бы мы действовали как-то, ну, только по собственному желанию. Нет, здесь придется учитывать. И вот эти двери, они ведь не случайно.
Где-то нам придется словно отступить полшага назад, да, иными словами, как закрыть эти двери. Но сделать это элегантно, быть как-то в гармонии с тем, что происходит вокруг. И тогда вам больше удается. Но и вот эта победа, которая к вам приходит, у кого-то, знаете, как его величество, может быть, случай или день, или вот именно в этот промежуток с 1 по 10 декабря у вас будет какой-то момент, день, дни радости, когда соединяются воедино сразу несколько позиций. И это и радость сама по себе, но, может быть, это и победа, опять же, жезлы, и это вопросы работы, вопросы карьеры. Может быть, и прогресс по деньгам. Почему нет? Потому что это откуда к нам приходят деньги. Но это то, что мы заработали, безусловно, потому что тут не по-другому, как бы не бывает, это не есть помощь. Да, по этой карте как будто тоже мы должны, ну, знаете, как говорят, если ты помогаешь, Бог тебе помогает. И у нас девушка прекрасная дарит цветочек женщине просто, простой. Как бы и ребенок у нас тоже как бы тянет ручку девочка к цветочку, да. Но карта говорит, ты, если где-то ослабишь внимание к тому, что происходит вокруг, ты рискуешь сделать ошибку. Дорогой лев, тебе эту победу, неожиданную, может быть, придется сохранять. Не время расслабляться. Ладно, так на пороге каких событий вы стоите? И теперь понятно, почему. Потому что по тузу мечей это выход из лабиринта. Нам может показаться, что мы достигли какой-то вершины, и можно успокоиться. Нет. По тузу мечей это может быть какая-то следом информация, причем та информация неожиданная, вот сама по себе. И когда вам придется делать выбор. Причем это такой, с одной стороны, жизненно утверждающий выбор, но, может быть, его сделать будет непросто. Скорее всего, если мы говорили о новых методах, новые методы работы, новые методы общения, может быть, это у кого-то даже с документами связано. И подписание документов ретро – это всегда с приставкой «пере». И значит, переподписать, допустим, брачный контракт или рабочий контракт, договор, переделать какой-то документ, или это касается отношений, когда тоже вы меняете отношения, может быть, конкретному человеку. И тут тысяча, конечно, может быть причин. У кого-то это сама по себе, ну, как, может быть, предложение руки и сердца. Вот, кстати, я такое могу тоже предположить. Понятно, не для всех, будем реалистами. Но у кого-то это может быть связано с неожиданным возвращением человека. Может быть, и вы где-то на контакты вышли, к примеру, да, потому что, ну, есть именно взаимосвязь двух людей. Хотим мы или нет, ну, тут по разным причинам. И вот начинается какая-то история с человеком уже знакомым, когда предпосылка, она именно лежит в какой-то деловой, может быть, даже сфере, да, но каким-то образом эти отношения могут и продолжиться, и вы тоже встанете перед выбором. Здесь как и выбор, так и какая-то четкая информация, но, по сути, выход из лабиринта. Давайте же мы вот тогда узнаем, а как все обернется, к чему все идет. Вот не замечтаться. Я, наверное, все то, что говорила по девятке жезлов, это будет очень важно. Может быть, вам, мои дорогие львы, вот даже если мы говорим, кто появится неожиданно, может быть, это персона конкретная, которая вам поет дифирамбы. Вот у кого-то банально так. Да, это приятно слышать, это нас радует. Может быть, даже это участие человека в нашей жизни, в той или иной сфере, мере. Тут у каждого по-своему. А вот семерка мечей, все-таки ее называют карта вора, карта обмана. Ну, и не только. Есть такое значение «забрать свое». И, может быть, вот я говорила с приставкой «пере». Вы можете перезаключить какой-то договор, контракт, документ. Причем сделать это юридически грамотно. Тогда по шестерке мечей вы будете искать, изучать какую-то информацию. Сами будете постоянно анализировать. Это работа интеллекта. Это всегда. Сначала работа интеллекта, а потом первый шаг. Первый шаг всегда сделать сложно. Нужно мужество. Но, видимо, есть еще, да,
у кого-то, как забрать свое и сделать это новыми методами. Если мы начнем настаивать, мы ничего не добьемся. А здесь, видимо, какая-то дипломатия вам помогает обойти, ну, как минимум пару острых углов. И поэтому, если мы поставим себе цель и будем постоянно корректировать вот именно методы, методы работы, методы взаимодействия с людьми, ведь это все как инструмент к достижению нашей цели, тогда у нас что-то получится. Но семерка мечей говорит, не замечтайся, вот к чему все идет. Давайте я достану дополнительную карту. Паш. Паж жезлов. Правда, тут еще какая-то может прийти информация. Может быть, в принципе, информационный поток. И то время с 1 по 10, когда, ну и планетарно-то тоже так же, мы будем слышать такие разнополярные новости. И наша задача в целом, тут уже карты ни при чем, именно планетарные транзиты. Когда, знаете, приходят и фейки, приходит и правда. И прежде чем мы отделим зерна от плевел, мы должны сами в этом разобраться, найти дополнительную информацию, понять, откуда происходит это, да, ноги растут, вот будем говорить, от этого всего, потому что вы как будто действительно есть выбор. Часто, конечно, по этой карте проходят и дети. И, может быть, это у кого-то просто даже, да, вот разрозненные эти три карты, три позиции. Точнее, для вас решается что-то по части, может быть, вашей, именно сугубо личной жизни. Я имею в виду жизни пары, взаимоотношений с вашим любимым человеком или, может быть, и с экс-супругом, например, да. Мы ведь все разные. Но у кого-то дети, например, дети взрослые. Вот, кстати, по пажу. Это и вестник, это часто и дети. И поэтому перекладывайте, что тут для вас актуально. Вы тоже можете получить такое сообщение от вашего ребенка, которое вас может удивить, мои дорогие. Вот к этому тоже будьте готовы. Но все же мы раскрываем карту победы. И я говорила, что вам нужно удерживать эту победу другими методами, быть очень внимательным. А вот почему быть внимательным, нам говорят, да? Потому что, скорее всего, если мы вот эту карту отнесем именно к победе, потому что вокруг что-то будет меняться, и много будет новостей, и вам придется снова как будто корректировать планы, чтобы удержать эту победу. К чему это все идет? А вот смотрите, тут вообще речь идет не про эмоции. Если вы поддадитесь где-то эмоциям, а это будет, потому что туз кубков, тут что-то радует, но иногда мы и себе сами можем замылить глаза и что-то прошляпить, аркан-дьявол. Ты можешь подумать, Лев, что у тебя сейчас вот именно как на какой-то плато вышли жизненные ситуации, и ты управляешь этой ситуацией, а аркан-дьявол говорит, не заиграйся. Иначе игра перейдет в опасность. И поэтому туз мечей нас призывает, знаете, как холодной голове. Именно постоянно что-то анализировать. Несмотря на какие-то добрые вести, на возможности даже успеха в том или ином деле, вопросе. Вот вы знаете, не попасться вот как будто в какую-то зависимую ситуацию для вас будет очень важно. Будет соблазн, понимаете? Это как может быть своеобразный экзамен жизни. Одним словом, тут я, конечно, могу предположить и другой какой-то мотив. Может быть, это интерес к вашей персоне, мои дорогие львы, а вы люди очень интересные. И если вам кто-то, но все-таки я тут вижу предупреждение определенно, если вам кто-то поет дифирамбы, нам всегда это приятно слышать. А вы спросите как минимум у себя, а зачем это нужно конкретному человеку? Чтобы не было вот этих, да, замыленного глаза, чтобы не было какого-то пролапса, когда вы потом скажете, эх, что ж я не досмотрел или не доглядела. Ведь кто-то может пытаться как бы нарочито ослабить вашу бдительность. Будьте внимательны. Ну что ж там в личной жизни? Любовь, мои дорогие, верность, но явно взаимодействие, взаимопонимание. Что-то вам нравится. Может быть, как раз по тузу кубков какие-то приятные в целом события. Ну, а для тех, кто один или одна, в принципе, есть возможность познакомиться. Но
Будьте внимательны к новым знакомым все-таки, да? Тогда мы вот эти карты будем рассматривать действительно как предупреждение. Но чего ждать в сфере финансов? Ну, какая-то перезагрузка. Тройка жезлов всегда это у нас карта будущего, откуда к вам будут приходить деньги. Наверное, я уже об этом сказала. Мы смотрим на перспективу. Вот вы должны именно для самих себя видеть или задавать себе вопросы, что будет завтра. Или как я буду действовать завтра. Или еще один вопрос себе задать. А если что-то пойдет не так, как я буду действовать? И при этом мы рассчитываем сами на себя. Но вообще, в принципе, по деньгам мы говорим по тройке жезлов, ну, как была прежде ситуация, то в эти 10 дней, скорее всего, она таковой и останется. Но все-таки тройка, мы наперед уже что-то планировать можем. И я бы сказала, даже нужно это делать. А для кого-то из вас вы начнете, может быть, даже собираться словно в путь, или вы услышите, к примеру, да, у кого-то так может проиграться, что вам, мои дорогие львы, придется либо график работы менять, либо вам придется релокацию какую-то совершать. Я не имею в виду куда-то далеко. Ну, например, офис переезжает, да, пусть это даже в вашей местности, но это будет, предположим, не та дорога, которая вам привычна, а какая-то иная. А может быть, это будет несколько дальше. Вы можете, вроде все тут складывается, да, но тем не менее новость какая-то. Причем это однозначно, по тузу мечей мы это изменить не можем. Мы на это не влияем. Нам в зависимости от этой информации приходится принимать важное решение. И вы будете обдумывать, как это соотнести к вашим планам. И может быть и денежный эквивалент тоже, потому что мы смотрим на деньги. То есть, может быть, ситуация для кого-то такая банальная. Предложит, допустим, работать в другом месте, в другом офисе, но к этому вам предложат другой оклад. Или вознаграждение вот это, да. Может быть, и вы сами, у кого бизнес, задумаетесь о том, что нет, мне, ну, как будто нужно поменять, да, вот местность, где я нахожусь. Ведь почему? По шестерке мечей очень часто, опять же, к знакам судьбы мы возвращаемся. Часто в классических колодах Таро человек отплывает от безжизненного берега, где ничто не растет, иными словами, где не можем раскрыть таланты. У кого-то смена работы тоже может проходить. Но тут что-то у вас складывается очень неплохо. Но на будущее тут что-то по финансам точно вы будете обдумывать и решать. Давайте узнаем ваши планы, ваши достижения. Ну вот смотрите, по восьмерке кубков, правда, у кого-то перемещение, релокация или какой-то дополнительный, может быть, проект, может быть, дополнительная как работа для кого-то, вторичный источник заработка. Вот вы что-то такое тут можете продумывать. Или решать какой-то иной вопрос. Причем по этой карте мы как на выборе стояли. И, может быть, этот выбор, он уже длился предыдущие месяцы. Вот теперь будет что-то проясняться, давая вам возможность окончательно в чем-то разобраться. Может быть, вы видели в одном каком-то ключе события вашей жизни. Вот здесь и переосмысление тоже может быть. Здесь может быть и отказ от чего-то, мои дорогие. Это правда, потому что как будто девушка уходит налегке, ставит в чем-то точку. И мы ищем выход, и мы его находим. Вот на ваши достижения, какова бы ни была сложная ситуация. Или, мои дорогие, пусть даже это дела, но они каким-то образом перекликаются с личной жизнью. Какое-то однозначное решение вам придется принимать. И вроде есть победа, но это еще не конец. Дальше следует развитие событий. И это что-то очень интересное. Вполне вероятно, вот эти двери кому открыть, кому закрыть, будет зависеть от вас. В принципе, закрытых дверей для вас нет. Вы сами решаете, кто будет, как находиться, да, вот в этом доме, рядом с вами. Ну, может быть, а перед кем так. Иносказательно вы будете закрыть двери полностью готовы, чтобы не попасться на какой-то, еще раз, может быть, и удочку. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки на свой сайт, на мои статьи я оставлю в описании под видео. Поверьте, подсказок будет больше. Переходите, читайте. У меня там в ногу со временем несколько статей последних. А я вас люблю и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.